Привет, друзья! Меня зовут Алена. Вот эти ингредиенты нам понадобятся. Духовка уже разогревается. Берем любую форму. У меня разъемная. Раскручиваем готовое слоеное тесто. Да-да, уже готовое. Чтобы не заморачиваться. По цене выходит то же самое. Я его уже разморозила, и прямо на этой пергаментной бумаге кладем форму. Она не прилипнет при запекании, это проверено. Но вы можете поменять ее на другую пергаментную бумагу, только аккуратно, чтобы не порвать тесто. Выкладываем грудинку. Она уже посоленная, вы можете брать и подкопченную. Лучше нарезать ее на такие тоненькие брусочки, как вы видите. Распределяем равномерно по дну, чтобы при нарезании в каждой порции было одинаково грудинки. А вы уже подписались на мой канал? Ставьте лайк. Это ваша поддержка моим рецептам. Кстати, этот рецепт я узнала от француженки. В миске смешиваем вместе 3 яйца. Желтки и белки не надо разделять. Мы же готовим быстро. Стакан молока, сметану я беру погуще. Вот такую, 20% примерно. Потому что так будет вкуснее. Молоко и сметану можно заменить сливками 20% жирности. Вот так натираем сыр на крупной терке. Соль и у меня черный перец, молотый. Я решила не заморачиваться со специями. Совершенство настоящего французского киша в его простоте. Все размешиваем, получится довольно жидкая масса. Так и надо. Можно еще раз размешать, так как сыр более тяжелый и оседает на дно. И тут же заливаем грудинку яично-сырной массой. Равномерно распределим сыр по всей форме. Идеально! Отправляем в разогретую духовку на 180-200 градусов на 40-50 минут. Посмотрите, как он поднялся. Можно, конечно, подождать, но я люблю кушать французский киш горячим. Открываем. Да, лучше сразу это делать рукавичкой. Форма еще горячая. Вот так. Убираем кольцо, пергаментную бумагу. Посмотрите, как она легко отходит от пирога. Обожаю этот киш. Он такой пышный и при этом сохраняет форму. Посмотрите, как легко я его держу на одной ладони. Перекладываем на красивое блюдо. Аромат стоит восхитительный. Пахнет сыром с грудинкой и немного слоеным тестом. Послушайте, как хрустит корочка. Киш мягкий, очень сочный. Лучше, конечно, оставить пирог в форме для остывания на 15 минут. Это один из моих самых любимых заливных открытых пирогов. Немного напоминает пиццу. Вкуснее всего с сыровяленой свиной грудинкой. Но вы можете ее заменить и куриной грудкой, и рыбой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И до скорых встреч. Пока-пока.